Ну, конечно же, я не стану пересказывать вам «Маленький цветочек». Я уверена, все его хорошо знают, помнят. Речь пойдет именно о персонаже из этой сказки, о чудовище. Вернее, о человеке, который, возможно, действительно послужил прототипом данного героя. Звали его Петрус Гонсалвус. Но обо всем по порядку, да? Габриэль Сюзанна Барбо де Вильнё родилась в 1685 году, Париж, Французское королевство. Умерла 29 декабря 1755 года. Французская писательница, сказочница. Большинство ее произведений подзабыты французским сообществом, но она считается первым автором популярной и всемирно известной сказки «Красавица и чудовище». После смерти произведения Вильню были сокращены и переписаны. «Le Prince de Beaumont» включила сокращенный вариант сказки в 1756 году в свой журнал, предназначенный дать молодым английским девушкам уроки нравственности. В этой популярной публикации нигде не упоминается, что Вильню – автор произведения, поэтому автором сказки зачастую называют «Le Prince de Beaumont». Легендарная сказка имела прототип, и он, на удивление, близок к выдумке. «Красавица и чудовище» – волшебная сказка, известная в нескольких вариантах. Наиболее распространенный опубликован Жанной Мари Ле Пренс де Бамон в 1757 году. Традиционно публикуется в приложениях к сказкам матушки Гусыни. Вообще-то дама не планировала издавать свою сказку, которую написала под впечатлением истории одного из королевских придворных, и использовала ее как историю перед сном для своих воспитанников, ведь она была домашним учителем в богатых семьях. Но однажды в дом ее воспитанницы хозяин привел лакея, черного арабчонка, от которого мадмуазель постоянно пряталась. К уродству же можно привыкнуть, к злобе же никогда. Не стоит стесняться быть некрасивым, но надлежит делать так много добра, чтобы люди не замечали нашего некрасивого лица и любили нас за наше сердце. Вот что сказала ей женщина. Позже вышла книга, ставшая сенсацией. Авторство сказки ошибочно приписывают Шарлю Перу. Это происходило от того, что Франция не приветствовала женщин, которые, так сказать, не знают своего места и не занимаются типичным женским делом. Шитье, вышивание, готовка, стирка, вязание. Поэтому произведения нагло печатали в его сборниках, как никому неизвестное ранее приложение. Однако никакого отношения к данной сказке он не имеет. Сергей Аксаков и его «Аленький цветочек». Сказка была впервые напечатана Аксаковым в 1858 году. Уже современные филологи стали говорить о том, что писатель сплагиатил знаменитую французскую сказку. Однако, по его словам, сказанным намного раньше, а именно в XIX веке, которые просто не удосужились найти в документах сразу, он в детстве узнал сказку от ключницы Пелагеи, которая рассказала ему ту, когда он болел. Возможно, что сама женщина узнала сказку от моряков. Дело в том, что именно они привозили из Франции бродячие сюжеты, такие как «Золушка», «Спящая красавица», может и «Красавица и чудовище». Не разобравшись в том, что эта история уже известна на их родине и простодушно переиначив ее, к писателю обратились как к вору сюжета,
потому что поклонником первоисточника был сам император Павел I. В 1537 году в Тенерифе, Канарские острова, родился Петрус Гонсалвус. Родители были в ужасе от такого демонического сына, который с рождения страдал от гипертрихоза, еще тогда никому неизвестного. Однако у них не поднялась рука убить мальчика. Они продали диковинку пиратам, которые за деньги показывали его по всем портам. Приплыв во Францию, когда ему было уже 10 лет, они подарили надоевшего пассажира королю. Тот сразу же выяснил, что это обычный мальчик. С помощью докторов лечить его было бесполезно. Тогда правитель определил его в воспитанники и дал королевское образование. До смерти короля парень был в почете, однако потом он был вынужден стать собственностью Екатерины Медичи. Она не стала отстранять его от королевского двора и даже назначила умнейшего советника. Однако у нее созрел коварный план женить его на простой девушке, а детей от такого брака нагло использовать. Показывая дикарей приезжим послам за деньги, она рассчитывала иметь миллионы и славу, будто у нее тех уже не было. Но это было соперничество с другими странами, ведь лишь у нее был такой слуга. Жена умного дикаря. Избранницей королевы для мужа стала ее фрейлина Катрина Рафелин. Девушка знала, что за участь ее ждет, но ничего поделать не могла. Чтобы у них произошло, что должно между мужем и женой, правительница поставила стражу в их спальню. Наутро она сообщила, что все прошло успешно. Не все дети унаследовали болезнь. Петрус оказался настолько хорошим мужем, что она по-настоящему влюбилась в него, и у них родилось 7 детей. Королева была в ярости, когда вместо дикарей их первые 4 сына, 2 из которых звали Ориго и Горацио, родились обычными. Не дав даже назвать 2 последних малышей, она изъяла их у родителей и отдала поодиночке к неизвестным истории вельможам, как живых игрушек. Остальные 3 детей Антониетта, Энрике и Тагнина Гонсалвус унаследовали диагноз и по очереди, достигнув 5-летнего возраста, были проданы тоже знати. После того, как супруги выполнили, так сказать, свое предназначение, они были изгнаны из дворца и переехали в Каподимонте, Италия. Старшая дочь наводила ужас, появляясь на балах, но ничем не было отмечено. Сын стал шутом наследного принца Парм. Младшая дочь свела знакомство с художникой по имени Лавиния Фонтана и тоже стала знаменитой художницей. В 1610 году семья Гонсалвус официально получила свободу. Ставший любимцем наследника, сын семьи уговорил его отпустить и выкупить своих сестер. Собрав всех вместе, он уехал туда, где в страхе жили его родители, и объявил им, что теперь они могут считать себя свободными. Вот, собственно, о ком мне хотелось сегодня вспомнить и поделиться с вами.